Приветствую вас! Что делать, если мужчина еще вчера с вами прекрасно общался, вроде как вы строили какие-то планы, или просто вы видели его симпатию и думали, что у вас начинается сближение, а может быть даже он пытался за вами ухаживать, но вдруг холодный душ вам на голову. Мужчина замолчал, отдалился, и вы пребываете в таком состоянии полной невесомости и неизвестности, потому что вы не понимаете, а что вам делать дальше? О чем это? Про что это? И какие последствия это может иметь для вас, для ваших отношений, для вашего будущего, того, о котором вы намечтали? И как сделать так, чтобы вот эта ситуация из состояния ежик в тумане приобрела полную ясность, и вы, лично вы, получили управление этой ситуацией. Давайте будем разбираться. Меня зовут Алла Касаткина, я практический психолог, я помогаю женщинам уже больше 15 лет становиться любимыми и счастливыми. А мой сайт, вот, переходите по ссылке, там очень много полезных материалов для вас. А еще вот здесь в описании этого видео вы найдете ссылку на мой бесплатный курс «Секреты счастливой женщины». Это мой подарок для вас. А мы с вами, да, кстати, если вы еще не подписаны, самое время нажать кнопочку красную «Подписаться на канал» и колокольчик рядышком. Тогда у вас будет информация о всех новых видео. А тут всегда интересно и полезно для женского счастья. Ну а мы продолжаем. Что же происходит на самом деле, когда у вас вроде как все началось, или вы даже предприняли какие-то первые шаги, или он предпринимал первые шаги, а потом так опс, и все зависло. Или наоборот, даже вы начинаете мужчине там звонить, писать, а он говорит: отойди, не мешай, я занят, я чем-нибудь занимаюсь, у меня есть свои дела, или вообще полностью игнорирует вас. И вы находитесь в состоянии ежика в тумане. К сожалению, если вы впадаете вот в это состояние ежик в тумане, вы наделаете очень много ошибок. Потому что делают женщины в первую очередь? Внутри поднимается паника, тревога. И что мы начинаем делать? Я имею в виду женщины. Мы начинаем думать: я накосячила, надо срочно все исправлять. И мы быстренько придумываем, где мы накосячили, что мы сделали, где мы дали не то, где мы дали не так, где мы не туда пришли, позвонили. И мы начинаем изо всех сил заглаживать вину, заслуживать любовь, привлекать его внимание, и мы начинаем идти на уступки. А на самом-то деле причина досадная и простая. Мужик вами манипулирует. Это так и называется – манипуляция игнором. Это очень тяжелый психологический момент. Почему? Потому что наверняка вы в детстве пережили подобные ситуации, когда мама или папа делали вид, что вы, или говорили вам в открытую: я знать тебя не желаю, я не желаю с тобой общаться, тебя для меня не существует, потому что ты сделала то-то, и пока ты не сделаешь вот это, я не начну с тобой общаться. Это те детские звоночки, которые нас очень сильно травмировали в детстве. Когда мы поняли, для себя сделали ложный вывод про любовь и про отношения. Для того, чтобы получить любовь, ее надо заслужить, надо отказаться от чего-то, что для нас важно, отвернуться от себя и пойти туда за тем, кто нас игнорирует, и сделать то, чего он хочет. И тогда, может быть, ко мне вернется любовь. Вас обманули. И тогда в детстве и мужики вас, которые начинают игнорировать или манипулировать откровенно своим игнором, вас обманывают. Почему? Да потому что ситуация-то в том, что он не готов или не хочет чего-то делать. Ему плевать на то, чего хотите вы. Плевать на то, что важно вам. Плевать на то, что вам ценно или чего вы там себе напридумывали. Ему на это наплевать. Я не о детской травме сейчас, я сейчас говорю о том, что происходит во взрослой жизни. В детской травме еще круче, у родителей свои планы, задача была подавить вас. У мужчины во взрослой жизни то же самое. Он хочет вас прогнуть под себя, но он не хочет ничего делать. Он просто понимает: я сейчас выставлю дистанцию, она сама раскатается в тоненький мармеладик, свернется в сладкую подстилку,
что угодно, чего я себе напридумывал, и будет по-моему. Он знает, что манипуляцией можно добиться многого с минимальными усилиями и дальше диктовать вам условия. Если вы хотя бы один раз повелись на его манипуляцию игнором, показали, что здесь ваша точка уязвимости, он за эту манипуляцию, как в церковный колокол в большой праздник, будет звонить регулярно. А вы не будете знать, куда деваться. И с каждым разом в этих отношениях про вас и ваше счастье будет оставаться все меньше, меньше и меньше. А ваше недовольство, раздражение, злость на себя, досада, они будут расти. Вы меня спросите, что делать? Мои дорогие, если мужчина включил игнор, противоядие для того, чтобы он опомнился. Иногда бывает такое, что игнор включают просто потому, что им тоже включали его в детстве. И они это делают на автомате. Так вот, если вы хотите проверить, это нормальный мужчина или нет, когда он включил игнор, займитесь своей жизнью. Оставьте мужчину в покое. Не думайте, как заслужить или прогнуться, а развернитесь к себе и спросите себе, а что я хочу? А что меня сейчас порадует? А с кем мне сейчас было бы приятно пообщаться? И быстренько отправляйтесь туда, где у вас будет хорошо, радостно, приятно, интересно, где вы будете понимать, что вы либо развиваетесь, либо строите свое будущее, которое вы хотите. Если мужчина нормальный, он очень быстро опомнится, вернется, и тогда вы с ним можете договориться, чтобы больше подобных ситуаций не было. И он будет уважать вашу просьбу. А если это мудак, он не вернется. Он будет издалека кидать вам претензии. Я тебе дал шанс, я отошел на полшага, а ты... Вот как только пошли эти претензии, помашите ему так издалека, там, где вам хорошо. Помашите ему издалека ручкой и скажите, чувак, иди, иди. А мне вот тут интересно. И порадуйтесь, что у вас вот так легко развелась с ним судьба. Если мужчина нормальный, он обязательно опомнится, он обязательно вернется, если вы для него важны. Если не судьба, найдите другого мужчину, потому что когда вы будете почаще обращаться туда, где вам интересно, туда, где вам важно, ресурсно, вы быстрее этого мужчину найдете. Ваша жизнь станет интереснее. Вы чаще улыбаться начнете. Вы будете строить совсем другую картинку будущего. Я знаю, о чем говорю, и я верю в ваше счастье. С вами была Алла Касаткина. Лайки, подписки на канал. Жду от вас комментариев. Хотите со мной поспорить? Можете поспорить. С удовольствием отвечу на все ваши комментарии. Пока-пока, мои ласточки.